Дорогие мои подписчики, меня зовут Полина. Вы знаете, обычно я мужественно борюсь с лоскуточками, а сегодня я буду мужественно бороться вот с этим мешком мусора. Это текстильные обрезки, остатки синтепона, обрезки от хлопкового тина. Все, что осталось у меня после пошива 2 лоскутных покрывал. Естественно, мимо такой красоты я не могу пройти. Решила сшить декоративную подушку. Другие мастера на ютубе уже шили такое. Нашла замечательные остатки велюра, бархатной красивой ткани. Выпады кроя. Ткань красивая, но очень эластичная и тянущаяся. Такую ткань я уже использовала. Шила коврик «Морские камушки». Она очень красиво смотрится и дает эффект сияния. Для работы надо сделать заготовки шестиугольной формы, гексагоны. Шаблоны шестиугольников можно сделать классическим способом. Взять циркуль, нарисовать окружность, а потом с помощью того же самого циркуля расчертить нашу шестиугольную деталь. Но у меня циркуля нет. Я вспомнила, как мы в детстве делали снежинки. Складываем бумагу пополам, потом загибаем на 3 части. От угла мы откладываем нужную нам длину. Я взяла 5 сантиметров. По полученной выкройке нарежем заготовки из тонкого картона. Потом из ткани, с учетом припусков на швы, выкраиваем нужное количество деталей. Теперь делаем следующее. По краю детали собираем на иголку с ниткой. Потом вставляем внутрь шаблон и затягиваем. Получаются такие замечательные обшитые детали, которые прекрасно держат форму. Приготовила 19 деталей. Работу с ним продолжаем следующим образом. Для начала все хорошенько проутюжим, чтобы края у нас не топорщились. А сейчас, не торопясь, потихонечку сшиваем детали между собой иголкой с ниткой. Здесь можно обойтись без швейной машинки. И такое рукоделие можно взять с собой в любое место и шить свободную минутку. Лучше шить петельным швом по краю. Видите, нитку не обрываем. Обшили одну сторону, переходим к другой. Так собираем узор. Смотрим на то количество элементов, которое получилось. В серединку поместим самый яркий, красивый лоскуточек. А дальше уже собираем в виде цветочка. В центре 1 деталь, потом 6, а оставшиеся 12 пойдут по краю этого красивого панциря черепашки. Дальнейшая работа – это моя полная импровизация, потому что каждый мастер делает так, как ему удобно, исходя из того материала, который у него в наличии. Я все блоки нашила на основу. Картонки я пока не убирала. Готовое полотно хорошо проутюжила, а швами потом разделила все на 4 части. А теперь надо убрать картонки. Немного подтягиваем ткань. Картонки у нас ничем не закрепленные, их можно спокойно достать. Освобождаем все полотно. Вы видите, нашла ткань замечательного цвета. Она самая подходящая, красивая, с переливом. Из нее сделаем хвостик, голову и 4 лапы. Лапы выкраиваем двойные. Немного поработаем с этими деталями. Их прошьем, вывернем и набьем синтепоном. А в качестве основы донышка, брюшка, возьмем кусок мебельной ткани. Диаметр 30-32 сантиметра. Края закруглим. Иголочками наметим места соединения с частью, которая будет панцирем черепахи. А теперь приступаем к сборке подушки. Сначала пришьем лапки к основе, а теперь работаем с панцирем. Его диаметр 40 сантиметров, а диаметр донышка 30 сантиметров.
Для того, чтобы выровнять, с внутренней стороны панциря закладываем выточки. Сделаем соединительную строчку. Для этого совмещаем две детали между собой. Верхнюю часть панциря скалываем с нижней и прокладываем строчку. Надо сбоку оставить отверстие для выворачивания. Полученную деталь я вывернула и уже успела набить. Оставшееся отверстие зашьем вручную. Надо только оформить мордочку этой черепахи. Видите, у черепахи мордашка вытянутая. А для того, чтобы сформировать улыбочку, мы должны воткнуть иголочку вот сюда, протянуть ее вот сюда и подтянуть эти две точки между собой. Теперь формируем подбородок черепахи, тоже иголкой с ниткой. Все закрепляем хорошенько. А потом иголочкой сформируем ноздри черепахи, вкалываем, делаем несколько закрепочных стежков, подтягиваем другую точку. Потом пришиваем глазки. Решила прикрепить шею черепахи, чтобы она держалась крепко. В нескольких местах пришила к панцирю. Вот такая замечательная черепаха у меня получилась. Почему-то мне захотелось, чтобы у нее на голове была шляпка в виде цветочка. Еще бисер добавила. Немного детства вспомнила. Мой отец был геологом, и жили мы в Средней Азии. Мы часто ходили в пустыню, находили черепах, играли с ними, а потом отпускали. Такие приятные воспоминания. Зайцы все время прыгают и живут всего 8 лет. Собаки все время бегают и живут около 15 лет. А черепахи ничего не делают и живут больше 150 лет. Опаньки, отдыхаем. Чтобы дольше жить, надо меньше суетиться. Доказано черепахами. Ставьте классы, пишите комментарии. Обязательно нажимайте на значок колокольчика, чтобы не пропустить новые видео. С вами была Полина. Всем пока-пока и до новых встреч!